Друзья, приветствую вас на канале Русторис. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам почти правдивую историю про почти короля Албании. Заинтриговал? Поехали! В 1913 году в небольшом государстве Албания, которое только что обрело независимость, возникла необычная проблема. Стране нужен был свой король, но достойного кандидата на монаршую должность не находилось. Западные державы спорили о том, кто должен стать монархом Албании, и не могли прийти к единому решению. Тем временем, неожиданно для всех, в стране появился король, в которого албанцы влюбились сразу. В первые же дни своего правления новый правитель взялся за самое важное и необходимое. Он организовал королевский гарем и объявил войну соседям. К сожалению, правление нового монарха продлилось всего 5 дней. Об этом наша история. В конце 1912 года Албания осуществила свою давнюю мечту – отделилась от Турции. В стране было временное правительство, но все чувствовали, что только сильный и могущественный монарх мог бы действительно объединить народ, сохранить мир и порядок. Нашли подходящего кандидата. Это был племянник султана Константинополя Халим-эд-Дин. Ему был отправлен дипломатический запрос, и вся страна с нетерпением ждала ответа. В это время в Албанию прибыл бродячий немецкий цирк. Главными звездами цирка были акробат Отто Витте и шпагоглотатель Макс Хоффман. Нужно сказать, что в то время все первые страницы албанских газет были полны фотографий кандидата на трон Халима-Дина. И вот тогда два приятеля заметили поразительное сходство племянника султана с Отто Витте. У циркачей зародился смелый план захвата трона Албании. Для этого будущему самозванцу Отто пришлось покрасить волосы и вырастить великолепные усы. Но результат стоил того. Немецкий цирковой артист оказался точной копией Эдина. За пару месяцев мошенники освоили основы албанского языка и заказали в Венецианской опере 2 костюма – форму генерала и роскошный наряд турецкого вельможи. Затем они отправились в Грецию, устроили с помощью сообщника телеграмму из Константинополя. Принц Халим-эд-Дин отправился в Албанию и с помпой отплыли в свои новые владения. Страна радовалась. 10 августа 1913 года все высыпали на улицы, чтобы встретить долгожданного правителя. Прибытие в порт Дуреза прошло великолепно. Будущий монарх произвел отличное впечатление на своих подданных. Солидный, полный и седовласый, в форме генерала,
украшенный орденами и лентами. Он казался настоящим правителем. Сопровождающий знатного гостя турецкий вельможа выглядел тоже очень достойно. Генерал Эсад-паша, временный правитель страны, приветствовал будущего короля и сопроводил гостей в столицу. На следующий день два претендента в главном зале Королевского дворца провели историческую конференцию и объявили основные направления деятельности. Во-первых, они назначили дату коронации, буквально через день. Во-вторых, потребовали для короля гарем, составленный только из национальных кадров. Не зря же красота албанских девушек известна всему миру. В-третьих, было решено объявить войну Черногории. Ну и, конечно же, финансы государства следовало как можно скорее перевести новому правителю, чтобы он мог вознаградить верных помощников, как полагается щедрому королю. Программа короля льстила албанской национальной гордости, поэтому была принята с восторгом. Новый правитель пришелся по душе как своему окружению, так и обычным людям. Всего за пару дней Халим-эд-Дин стал самым популярным человеком страны. Иностранных же наблюдателей порадовало решение Халим-эд-Дина принять западное императорское имя Отто I. 13 августа состоялась коронация, и следующие несколько дней были настоящей восточной сказкой. Роскошные торжества днем сменялись ночными специальными турами в королевский гарем, а утро приносило новый день и новые радости. Но все когда-то кончается. Самопровозглашенное правление короля длилось ровно 2 дня. Ровно столько времени понадобилось для доставки по почте новости о коронации в Турцию и получения оттуда ответа. Настоящий турецкий Халим-эд-Дин был крайне удивлен происходящим и потребовал разъяснений. Генерал Эсад-паша немедленно вернул себе обязанности временного правителя и попытался задержать Отто I и его помощника. Но они уже исчезли. Говорят, что Отто и Макс сбежали из дворца в женской одежде, благополучно унеся с собой часть государственной казны. В родной Германии политический розыгрыш простодушных албанцев посчитали забавным, и обманщики не были даже наказаны. Макс и Отто снова вернулись в цирк, и многие годы спустя они с удовольствием рассказывали свою фантастическую историю журналистам. Интересно, что в удостоверении личности, выданном Отто педантичной берлинской полицией, было записано: цирковой артист, в свое время
король Албании. Отто Витте прожил долгую жизнь и умер 13 августа 1958 года, в день 45-летия своей коронации. Вот такая удивительная история, друзья. Если среди вас есть представители королевских семей, напишите, пожалуйста, что вы обо всем этом думаете. И поставьте лайк, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это видео. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!